В проекте участвуют представители двух стран, Украины и Молдовы, стран, у которых есть опыт жизни с вооруженным конфликтом. И потому важно распространять знания и предоставлять инструменты работы с конфликтами в сообществе, чтобы любая деятельность там была эффективной и способствовала укреплению самих сообществ. И для нас, тех, кто работает с конфликтами, важно формировать культуру диалога, чтобы молодые люди имели такие инструменты работы с конфликтами, которые делали бы их эффективными. Понимая, что молодежь носит серьезный вклад в миротворческие процессы, мы обратились именно к студенческой молодежи. Традиционно именно студенческая молодежь является наиболее активной и эффективной социальной группой. И если студенты будут достаточно подготовлены, то это отразится и на их эффективности, и на качестве жизни в самом сообществе. Отбирая университеты в проект, мы обратились к тем, где читают медиацию или миротворчество. Таким образом, студенты этих вузов уже в определенной мере теоретически подготовлены, и потому быстрее смогут освоить и практические навыки. Узнали около 150 департаментов разных вузов Украины и Молдовы. Центральное место в проекте занимал вебинар. На нем рассматривались следующие вопросы: об особенностях проявления конфликтов, о разных инструментах анализа конфликта, о гендерных линзах при оценке социальных конфликтов і о ролі молодежі в миротворчестві. З цього проекту ми винесли якісь речі, які ніколи не забудемо. Для себе я беру те, що якість аналізу конфлікту дорівнює якості управління конфліктом. Наталко. Я навчилася нових методів аналізу конфлікту. Олю? Взяли з собою в роботу гендерні лінзи. Альона? Научились управлять конфликтом с точки зрения понимания, кто делит ресурс. Светлана. И взяли на вооружение крылатую фразу от нашего ментора Андрея Гусева: «Хороший медиатор – это живой медиатор». Карты, которые прислали, были интересными и очень различными. По одному и тому же кейсу конфликтной ситуации карты отличались еще и тем, представители каких профессий их составляли. Сьогодні ми знімаємо репортаж з місця подій нашого конфлікту. На даний час ситуація в місті Нетішин незмінна. Экологическая бомба в Бубуич. Что дальше? Можете считать, что у Димы появился еще один старший брат в моем лице, сказал примар города. Важно отметить, что как для местных жителей, так и для ромов безопасность – общая потребность. Задали несколько вопросов гражданам Одессы.
2020 год. Весь мир настиг коронавирус. 11 марта Кабинет министров провозгласил общенациональный карантин. Где впервые в Черновцах начали показывать звуковое кино. Проект по времени короткий, но значимые результаты достигли по нескольким направлениям. Студенты были с очень различным уровнем подготовки, от новичков, которым не читали конфликтологию вообще, до магистров, имеющих второе образование и уже работающих профессионально с конфликтами. Мы спросили наших участников, что дал им проект. Я вам очень благодарна за такую возможность, за то, что мы смогли проявить свои какие-то разносторонние взгляды на те или иные ситуации, за то, что мы смогли получить новые навыки, новые методики, инструменты анализа конфликта. Это было очень интересно. Спасибо вам за то, что вы смогли провести это все в онлайн-формате. Мы не можем не отметить такой интересный формат, который организаторы выбрали для нас. Он пестрил своей новизной, он пестрил практичностью. Поэтому остались лишь положительные впечатления. И данный проект ознаменовался таким большим важным этапом для каждого из нас в 2020 году. Несмотря на трудности дистанционного образования, организаторам, на мой взгляд, удалось создать удачный формат, который соединял получение знаний, соревновательность, коммуникацию в сообществе конфликтологов-медиаторов и передачу опыта от практиков студенческой молодежи. Особо хотелось бы отметить разнообразие кейсов и широкий спектр инструментов анализа, что мной, как преподавателем и разработчиком профильной образовательной программы по регулированию конфликтов КПИ, будет обязательно использовано в дальнейшем образовательном процессе. Для нас, экспертов, которые создали и ввели проект, его результаты обнаружены в нескольких плоскостях. В проекте хорошо проявилось профессиональное сообщество медиаторов. Несколько организаций медиаторов предложили свои интеллектуальные продукты в качестве награждения за участие в проекте. Студенты смогли пройти и прослушать вебинары лучших профессионалов Украины.